Привет. Оттенки внутри. Вообще, я пришел сюда, чтобы поговорить о эмоциях, о разных эмоциях. И потому что синхронизация эмоций с другими людьми вообще очень интересное событие, потому что ты а, в секунду можешь поменять эмоцию и себе, и другому человеку. Даже если это эмоция радости, даже если это гнев, злость и вообще что угодно. Сейчас я хочу поговорить про эмоцию радости, и конкретно про какие-то определенные эпизоды, потому что эмоция радости — это эмоция, которую я ощущаю в конкретные эпизоды. Из последних это был очень-очень приятный, неожиданный фидбэк на «Еще никто не знает», просто реально пару абзацев добрых слов, и что очень греет, очень приятно и очень неожиданно. И это такая детская радость, и эмоция радости вообще что-то такое безусловное, когда ты не хочешь и тебе не нужно что-то делать для нее, а скорее наоборот, ты должен просто почувствовать и осознать, что вокруг происходит. Свои основные эмоции и радости я получаю во многом меняя обстановку в путешествиях и в мыслях, потому что давление, которое достаточно фоновым и таким рутинным а, бэкграундом дает мне жить в обычных своих обстоятельствах, оно, ну, создает определенно сложные ощущения внутри, когда ты ощущаешь давление, какой-то там негатив, и вот этот хронический стресс очень-очень сильно влияет на свое восприятие вообще событий. Даже если это события какие-то более радостные, ты их притупляешь этим стрессом. Поэтому, когда я меняю обстановку, когда с меня спадает некое давление, и когда рутина, она меняется, я определенно вспоминаю о жизни, и что на самом деле она не такая грустная, а вообще неплохая, прикольная и приятная. Вообще независимо от своих выборов, своих действий, своих эмоций, нужно, мне кажется, уметь реально чувствовать, когда ты должен дать волю вот своей детскости, ребячеству, чтобы позволить радости даже в самые-самые банальные какие-то простые моменты завладеть тобой, подумать о том, что ничего же не случится, если ты испытаешь вот эту эмоцию. И, просто верить в это. Если вернуться к более конкретным примерам, наверное, радостно мне было, когда меня поздравляли с днем рождения. Это, наверное, очень банально и забавно, но в этом году я это не то чтобы скрывал или не скрывал, но решил, как оно вот будет, так и будет. Пускай вот течет по течению. И мне было очень много приятно получать всяких разных поздравлений от супер разных людей, с которыми там давно не общаемся, недавно общаемся, в средней общаемся, с кем редко общаемся, с кем почаще общаемся. И это было супер-мега приятно, даже от неожиданных людей слова, пожелания, искренность и эмоция радости, когда тебя определенно в одиночестве ты всегда задумываешься о каких-то уязвимостях своих, и в этих уязвимостях ты часто закапываешься, если ты не находишь отклик от других людей. И в такие дни, и не только в такие дни, хочется всем пожелать получать вот отклик от людей и наполняться этой энергией. Грусть. Грусть, мне кажется, самая интересная эмоция, которую ты проживаешь, потому что она не про события и продвижение, а скорее просто про опору и реакции на события, которые тебя окружают. Поэтому ты можешь очень-очень-очень странно в моменте отреагировать, грустить, но на самом деле рациональностью это не подкреплено. Я определенно начал разрешать себе проживать эти эмоции и, просто не бояться этих эмоций, потому что еще год назад, если бы я встретился с каким-то грустным эпизодом, то я бы остановился и начал бы в тоталово грустить, слушать Макана, ездить ночью на машине и вообще переживать о происходящем. А сейчас я
как-то адаптировался, я не знаю, научился, открыл новую грусть в себе, что это момент, это эпизод, ты даешь волю эмоциям, грустишь, переживаешь о чем-то, и на следующий день ты не останавливаешься, потому что реально самая большая проблема то, что ты останавливаешься, ты в моменте замираешь и такой, ну все, я буду в состоянии грусти теперь долго. Но на самом деле это, кроме того, что это неэффективно и печально, и вообще не надо так делать, это очень сильно влияет на твое качество жизни и вообще ощущение жизни в округе. И мне кажется, круто, что конкретно у грусти есть оттенки. Оттенки, потому что есть светлая грусть, есть такая интенсивная, жесткая грусть по разным шокирующим и тревожным большим эпизодам. И когда у чего-то есть больше оттенков, чем сам термин, ты можешь давать этому больше своих смыслов и больше анализировать и разбираться в себе. Поэтому мне кажется, это очень круто. И у меня есть плейлист в Spotify, где максимально грустные песни под разные оттенки. Вот я им поделюсь, может кто-то найдет что-то хорошее в моей грусти. Вот. И вообще в целом грусть нужно разрешить себе проживать и чувствовать то, что ты не один в этих проблемах, не один в этих событиях, которые тебя заставляют испытывать какие-то неприятные и иногда негативные эмоции. И то, что вокруг такие же люди, такие же проблемы, такие же вещи встречаются. И чувство одиночества, которое добавляет в грусть, это самое, опасное, потому что чувство одиночества, оно чаще всего, опять же, не очень рациональное, а скорее безвыходное. И что, опять же, нас заставляет останавливаться. А самое страшное, что, можно сделать в жизни, это просто остановиться. Поэтому сильно не грустите, но иногда грустите. Хочется поделиться моей поездкой, моим путешествием в Краков, а точнее в Освенцим-Биркенау. Это было очень интересный опыт, очень-очень сложный эмоционально, и, наверное, таких эмоций именно я никогда не испытывал. И это даже не про грусть, и я даже не могу на самом деле описать конкретно эти эмоции, потому что, не знаю, не встречался с ними, правда. Это такое очень что-то тяжелое, что-то такое невыносимое, непонятное и такое колоссальное давление и удивительные эмоции в целом. Потому что я не самый эмоциональный человек, и я не плакал в целом. Но... Нет, я просто не плакал. Но было, правда, тяжело. То есть ощущение бесконечной тяжести и невыносимости вообще всего происходящего, обстоятельств и этих ужасных событий. И тебя это эмоционально очень сильно сдавливает. Очень сильно сдавливает. Тебе хочется там дышать воздухом. И это пример, да, конечно, скорее не про грусть. Потому что... сложно назвать это именно грустью. Это что-то сильнее, намного сильнее и жестче. Вот, но мне кажется, что это какое-то давление и сжатость может быть частью эмоций, грусти, переживаний и какого-то даже ужаса. Страх. Вообще, главный мой и основной страх, про который я периодически говорю и ощущаю, это страх безысходности. Потому что мы не можем на что-то повлиять, контролировать, и мы должны принять. И не всегда хочется принимать обстоятельства, в которые мы попали, или в ситуацию, в которую мы попали. Поэтому нам нужно... Это реально большой труд, чтобы принимать этот страх и работать с ним. Вообще, не официальные страхи, но, наверное, есть такие мысли, когда ты, возможно, не можешь себе признаться, что ты там боишься не добиться успеха, не раскрыться как личность, не стать кем-то. И в целом
я все равно получаю там удовольствие от процесса там создания, написания музыки, чтения книг, всего, каких-то там социальных взаимодействий, но при этом я все равно могу переживать за результат глобальный, более глобальный, не то, что какой-то момент какой-то там, я не знаю, там песня там не залетела или там ТикТок, а более глобальный, который складывается вот всю эту картинку складывает в меня, какой я есть и как мне вообще с этим работать при условии того, что на самом деле бояться результата и за результат как будто достаточно напрасно, потому что на самом деле слишком много факторов, которые мы не контролируем, поэтому здесь даже нужно принять это. И я тут даже хочу повториться о том, что в страхе есть очень много ощущения одиночества и бесконтрольного потока того, что происходит с тобой, каких-то внешних факторов. И вот в этом одиночестве ты ощущаешь, что это только с тобой происходит, и поэтому ты не можешь на это здраво и рационально реагировать и правда увидеть масштаб и размер этой проблемы в своей жизни. Потому что страх это... У страха глаза велики, очень классная фраза, потому что правда так. Ты правда считаешь то, что с тобой произошло или произойдет, или может произойти, это самое большое, самое невыносимое то, что может. Но на самом деле нет. Всегда есть куда хуже, и, конечно, не стоит сравнивать свои проблемы и свои всякие испытания с другими людьми, но при этом нужно понимать, что ты и не один в своих, и уже люди проходили многие там десятки, там сотни лет проходят похожие, подобные проблемы, поэтому страх не самое страшное, что нас встречает, и нужно к нему очень бережно относиться, потому что это хороший союзник, а с более простыми страхами, назовем их так, условно там страх темноты, высоты, я не могу вам никак посоветовать, как с ними справиться, потому что я с ними особо не справлялся, они просто исчезли. Потому что в детстве я очень боялся, безумно боялся темноты, я достаточно боялся высоты, а просто в какой-то момент они исчезли, просто они полностью отсутствуют в моей жизни. И я даже не знаю, на что произошло. Какие-то там рационализации, возможно, какие-то процессы, но в целом это очень интересно, как мы пытаемся найти друг друга в страхе, точнее видеть страх и проецировать его на других людей. Хотя это не всегда так работает. У себя я также могу выделить страх уязвимости. Это прям искренний, очень-очень искренний ответ. Потому что даже еще никто не знает, и даже это видео, оно дается... Интересно, потому что ты все равно думаешь, а вот это сказать, а вот это не рассказать, а вот это там поделиться вот этим я не готов, а вот этим готов. Но страх уязвимости, быть в какой-то слабой позиции, не иметь силу как-то повлиять, ответить на что-то фантомное такое, что ты не видишь, ты не понимаешь, но оно все равно есть таким ощущением, что нельзя, наверное, не хочется, не стоит. И это очень интересно, потому что я не могу сказать, что прям у меня есть 100% страх уязвимости, но я могу сказать, что он определенно проглядывается в каких-то выборах, и с течением времени он угасает, то больше, и оно такое сильно-сильно колеблется. Потому что на примере себя я могу сказать, что я от него избавляюсь. В целом, потому что я снимаю ролики, пишу песни, рассказываю какие-то много разных жизненных ситуаций, где может, бывает сложно, бывает легко, я эмоционален, там, выпуск 2 сезона еще никто не знает, где я рассказывал про дом и про места, где я исчез, и это был очень эмоциональный и прям такой сложный выпуск для меня. Гнев. Определенно моя любимая эмоция, которую я испытываю вообще по отношению к всему происходящему, ко всем внешним факторам, к внешним наблюдателям, внешним контролирующим людям.
Вот, вообще очень забавная эмоция, на самом деле, и мне кажется, самая искренняя эмоция. Потому что когда ты условно... Блин, да даже, я не знаю, когда ты любишь, когда ты радостный, ты такой думаешь, а правда ли я люблю? Или это там просто симпатия? Или просто... Или когда ты там радостный, ты такой, блин, а это правда радость? Или я просто доволен? Или все так и должно быть? А гнев и вообще злость — это вот супер прямая, искренняя эмоция, когда ты такой, ну я злюсь. И в этом плане мне очень нравится эта эмоция, потому что она такая, ну, достаточно линейная, но в этом ее и сила определенно. Потому что у нее нет особого оттенка, ты не можешь злиться в тишине. Ну, в целом ты можешь злиться в тишине, но это очень страшно, крипово, и как будто ты маньяк, если ты в тишине злишься. А гнев и злость должна быть абсолютно громкой, должна быть искренней, с такими воплями, с огоньком на голове, как у эмоций из головоломки, и с красным лицом. Потому что эта эмоция, она такая, блин, яркая и забавная, и классно обуздать ее, чтобы она тебе помогала, потому что, ну, я очень люблю такую спортивную злость, спортивный гнев ко всему, от там учебы, спорта да вообще в целом разных сферах жизни. Это полезно, потому что тогда твоя злость, которая направлена на что-либо, помогает тебе мобилизировать свои ресурсы и двигаться вперед. И это, ну, прикольный навык, использовать там стресс, злость, какие-то негативные эмоции и реакции на то, чтобы достигать большего и большего и подпитывать свою энергию даже через такие сорсы. Понятно, что они не очень экологичны с точки зрения эмоциональности, они не очень добрые по отношению к окружающим и не всегда очень хорошо влияют на взаимоотношения с другими людьми. Но при этом это искренне и честно, и оттуда ты никуда не уйдешь. Поэтому это должно быть двигателем, а не знаком стоп, чтобы контролировать и ощущать свои последствия, которые ты берешь и делаешь в гневе, в злости. Я могу заметить, что футбольная жизнь очень способствует этому, потому что когда у тебя что-то не получается на футбольном поле, ты злишься, или когда у тебя не получается даже на тренировках каких-то в играми с друзьями, вот ты, блин, злишься. И условно, и грустно, но в моменте конкретно, когда это все происходит, у тебя именно злость, гнев, что, блядь, не получается, почему, за что? И потом уже наступает какое-то там разочарование, грусть. Условно, в прошлом году мы играли матч, я его сыграл, но я его сыграл хорошо, правда, я считаю, что он сыгран достойно, реально хорошо. И в этом году, за счет того, что количество футбола увеличилось в моей жизни, я подумал, так я сейчас сыграю еще круче. Если в целом тогда я не так плохо сыграл, то в этом матче я сыграю еще круче. Но не получилось. Как-то все делал там не в тайминг, не в такт, где-то там не успевал, где-то наоборот медленно, быстро дал, терял мяч, как будто я навешал на себя еще больше давления, как будто я вот ожидание сделал, что сейчас я буду жестко играть, вот, и оно не оправдалось. И это забавно на самом деле, и я себя так сильно, не корю, я расстроился в целом, потому что я еще не смог доиграть матч, потому что я пошел в стык, ударился и подумал, что я опять сломал палец, но, слава богу, нет. Возможно, там есть трещина, честно говоря, потому что ощущения болевые там спустя какое-то время все еще оставались, но это вызывает во мне еще больше азарт и злость и вообще эмоции, чтобы зарядиться и в следующем году выдать лютый матч, просто победить, играть как Пеле. Вот, но вообще реально будем стараться, и в полугодовом ролике вы увидите какой-то прогресс, поэтому оставайтесь на канале. Отвращение. Самое вообще интересная и не подкрепленная ничем эмоция безрациональности. Мне просто противно от чего-то. И персонально у меня оно вообще очень
однообразно, то есть как-то ощущение отвращения, противности от чего-то, оно всегда примерно такое же, а хотя вещи могут быть масштаба супер-супер разного. То есть мне там, не знаю, противны насекомые какие-то, противна еда какая-то, противен поступок чей-то, противен человек какой-то. И это так забавно, потому что мы не можем искренне понять масштаб этого отвращения, потому что, блин, ну я ощущаю супер одинаково. То есть от еды, от человека, от подступков, ну вообще вот полностью у меня чувство во мне, оно такое сверлящее супер одинаково. И с этой стороны можно сказать, что отвращение очень крутое и универсальное чувство, потому что оно, опять же, достаточно прямолинейно. Оно не меняет моего ощущения независимо от объекта отвращения. Поэтому это очень забавно, и вообще зеленый цвет вообще, кстати, очень крутой. Мне очень нравится зеленый цвет. Пользуйтесь лучше гневом, а не отвращением, честно говоря. Сложно вообще какой-то привести пример из жизни, который будет такой персональный и очень показателен. Но, наверное, самое, что может быть яркое, это отвращение к себе в каких-то моментах, в каких-то проявлениях, возможно, действиях, выборах. Оно присутствует. У меня нет, давно точно нет, но какие-то периоды были, когда просто как будто это вот что-то на грани убежденности в слабости себя. И получается отвращение от слабости. Это, наверное, самый показательный пример, когда ты как-то показываешь какую-то слабину, и как будто слабина заставляет тебя чувствовать какое-то отвращение, что типа или жалость, или жалеть как-то. Поэтому это вообще очень интересно для исследования чувства и персонально в человеке и ко всем другим. Тут нужно просто реально ловить себя и понимать, рационализировать все, что происходит. Почему ты так чувствуешь? Почему ты так думаешь? Последние эмоции я хочу выделить покой. И покой вообще это спорно, насколько это эмоция, но для меня лично это определенная эмоция. Потому что у нее может быть разный оттенок. Покой в радости, покой в грусти, а может быть такой банальный и спокойный, без рутины, стресса и всего. И это не отсутствие эмоций, а это скорее эмоция как раз-таки ощущение. Мне очень нравится, как фоновый режим и всякий стресс, который нас много где вообще приветствует и говорит, что я с тобой всегда, сильно влияет на покой. На самом деле эмоцию покоя очень сложно словить, потому что это все-таки что-то такое для меня мимолетное, когда ты это можешь увидеть и почувствовать в моменте, но при этом осознать это далеко-далеко после этого. Потому что ты такой думаешь, блин, а как мне словить эту реакцию, как мне удержать ее, как мне словить счастье? Потому что счастье и покой для меня, блин, где-то рядом. Мне кажется, хочется просто выделить яркий контраст о том, что и в какой момент это покой. Пример из моей жизни, персональный пример, это ночь, ночные моменты. Ночные моменты тишины, пустые улицы, пустое инфополе. Все это так спокойно и славно, как будто никто никуда не бежит, никто никуда не торопится, ты не торопишься, ты дышишь. Ты чувствуешь такт, тон, и это все не как будто все замерло, но как будто все спокойно. И получается, именно тогда я ловлю покой и умиротворение. Вот реально все, что надо. Поэтому даже в моменты тишины или когда очень громко, нужно балансировать все эти эмоции, ловить себя на том, что важно жить так, как ты хочешь жить. И не поддаваться эмоциям, которые играют не на тебя. Потому что, правда, очень легко загнать себя в рамку, когда ты полностью доверяешь своим эмоциям и делаешь какие-то неправильные вещи. Поэтому здесь реально очень классно балансировать, что я стараюсь делать. И, наверное, всем хочется пожелать счастья и спокойствия. Спасибо.